Здравствуйте, начинающие и опытные рукодельницы! Рада приветствовать вас на канале «Больше никаких крестиков». Сегодня я продолжаю рассказывать о паркетном вышивании, разновидности вышивания крючком, которые я использую для изготовления в основном декоративных подушек. Почему я люблю эту технику? Потому что это просто, это интересно, это довольно быстро. И при желании вы сами сможете сделать схему для своих работ. Сегодня я расскажу все о самой технике. Давайте начнем. Начнем с материалов. Нам нужна канва с длиной клеточки от 2,5 до 3,3 мм, то есть 10 сантиметров. Должно быть идеально от 30 до 34 клеточек. Даже не обязательно очень хорошего качества, так как мы ее всю зашьем. Отдельно надо сказать о раме для вышивания. Паркетное вышивание или вышивание цепочкой имеет свою особенность. Направление цепочки всегда должно идти от себя, поэтому при переходе в другой ряд или при изменении направления контура надо работу поворачивать. Я использую такую ретро-раму на ножке, чтобы можно легко было поворачивать вышивку. Самое важное это хорошие нитки. Нитки должны быть толщиной 5. Я в основном использую Анкор Перл, нитки для вышивания. Они очень разных цветов. Можно использовать, конечно, и нитки других фирм, но Анкор палитра будет побогаче. Дальше нам нужен крючок размером 1,25. Потоньше не будет захватывать нитку, а, например, 1,5 уже плохо проходит через канву. Как вспомогательные материалы я использую ножницы, иголку с большим ушком и скотч. Продемонстрирую сначала на страмине, чтобы было видно положение руки снизу. Нитки надо перемотать в клубочек и начинаем работу. Завязываем первую петельку рукой, уменьшаем ее где-то до 5 миллиметров. Эту петельку вытягиваем аккуратно крючком на лицо. Крючок в середине петельки и захватываем рабочую нить снизу. Таким образом образуется следующая петелька. Так мы уже закрепили нашу нитку. Сейчас с помощью скотча я отодвину немножко хвостик в сторону и зафиксирую его, чтобы он нам не мешал в работе, не путался. Вяжем дальше. Наши петельки, образуется простая цепочка. Ее при желании можно удлинить и будет работа идти немножко быстрее. Вот так лежит наша рабочая нить на указательном пальце левой руки, и так мы ее захватываем снизу. Наверное, на страмине было бы идеально вышивать, потому что видно, что происходит снизу, но я правильный пока не нашла, поэтому использую канву. Как я и говорила, для работы можно использовать и простую раму для вышивания, просто ставите ее на колени. Для начала так даже лучше вышивать, потому что ее всегда можно перевернуть и посмотреть, что происходит снизу, и помогать себе таким образом. Начинаем также. Тут я сразу фиксирую наш хвостик.
И начинаем вышивать, но уже не простую цепочку, а паркет. То есть метод, который я использую для заполнения фона. Он так выглядит. То есть вышиваем такие зигзаги. На изделии оно довольно интересно смотрится. Также можно удлинить, если фон большой. И вот так он выглядит на изделии. Продолжаем вышивать наши зигзаги и доходим до условного края. Теперь нам надо перейти в другой ряд. Петельку вытягиваем вниз и перетягиваем ее в следующий ряд. Работу нашу надо обернуть. И вышиваем такой же зигзаг уже в другом направлении. Следите за тем, чтобы узор совпадал. Перейти в другой ряд можно двумя способами. Первый способ: провязываем последнюю петельку довольно свободно. Крючок продеваем в ту же дырочку и протягиваем эту петельку вместе с узелком наружу. Будете даже слышать такой характерный звук. И потом петельку снизу вытягиваем вверх. Второй способ: последнюю петлю мы не довязываем до конца, оставляем такую длинную, вытягиваем ее сначала вниз, потом наверх. Но при начале вышивания следующего ряда надо придерживать немножко нитку, когда затягиваете, потому что она затянется в обоих рядах. Пока нитка не закреплена, ее можно легко распустить и исправить, например, ошибку, если такое случилось. Чтобы работа не распускалась, надо ее время от времени закреплять. И в конце мотива обязательно вытягиваете петельку наружу и на изнанке протягиваете клубочек через большую петлю. Все уже у нас закреплено, ничего не распустится. Если надо перейти на следующий мотив, не очень далеко, то просто вытягиваем после закрепления нить наружу и образуется первая петелька следующего мотива. При перетягивании петелек на лицо или изнанку помогайте себе, делайте пальцами петельку поменьше, и тогда крючок легко ее захватит. И завершаем работу. Свободно провязываем последнюю петельку, вытягиваем ее наружу. Можно сделать рукой еще несколько петелек, чтобы было так надежнее. Протягиваем клубочек через последнюю петлю и отрезаем нитку. Снимаем скотч. И осталось нам только наши хвостики уработать, спрятать их на изнанке с помощью иглы с большим ушком. И для закрепления материала вышьем какой-то условный мотив. Я нанесла его прямо на канву.
можно не наносить, а вышивать по узору. Это будет контур прямая цепочка. И использую я раму на ножке, чтобы можно было поворачивать работу. Контур готов, и надо заполнить этот элемент. В середине мы будем выполнять техники паркет. Для заполнения нам не нужна схема, но я здесь нарисовала для общего представления. Видите, линия контура у нас проходит между клеточками, а паркет заполняет клеточки. Так что в действительности надо просто зашивать пустые клеточки. Начинаем как обычно. Закрепляем нить двумя стежками. Снизу хвостик наш фиксируем скотчем, чтобы не мешал работе. И вышиваем паркет, то есть зигзаги. При переходе в следующий ряд надо просто следить за тем, чтобы направление зигзагов совпадало. То есть смотреть, где начинать, с правой или левой точки клеточки. Но это легко, вы быстро привыкнете. Сначала ряды идут короткие, это немножко задерживает, потом они станут подлиннее и станет быстрее и легче вышивать. Еще хочу сказать, что в тех местах, где соприкасается фон с контуром, иногда надо импровизировать.
Но это бывает редко, но иногда надо вышивать не целый стежок, а полстежка, например. Если вот так получилось, то в этом месте при переходе во второй ряд надо нить снизу закрепить, чтобы не тянуть длинную петлю начала ряда и нитку. Закрепить снизу, протянуть клубочек через петлю, посмотреть, в каком месте начинать наш новый зигзаг и продолжать вышивать сначала ряд. Все должно совпасть. И завершаем вышивать наш условный элемент. Последнюю петельку вытягиваем наизнанку. И я снимаю уже вышивку с рамы. Так будет легче закрепить все нити с изнанки. Делаю еще несколько петелек рукой. Протягиваю клубочек через нитку, через петельку и отрезаю нитку. Скотч снимаем и иголкой затягиваем нити под рисунок. Обрезаем лишние нитки. И вот так выглядит наш элемент с изнанки. И так с лица. Надеюсь, вам было интересно и понятно. Пишите ваши вопросы в комментариях. Больше примеров изделий вы найдете в Instagram. В следующий раз, я надеюсь, получится вышить уже целую подушку. До новых встреч!